пожалуйста, рассказать насчет Wax on the Beat, насчет рекламы на Твиче, касаемо самого Твича. Йоиктинг. Чё, долбоёб? Это Алексей, и он стример на Твиче. Это Алексей, и с ним не хочет работать компания JBL, а тут Алексей что-то очень увлеченно рассказывает. Но его все равно никто не слышит. И поскольку компания JBL уже несколько месяцев не пишет Алексею по поводу совместной работы, он решил немножечко сменить сторону. Привет, это уже вторая часть рубрики, в которой я проверяю дешевые копии на какие-то дорогие брендовые вещи. И если вдруг меня что-то в этой копии не устроит, ее ждет так называемая божья кара. В прошлом видео, которое вышло еще очень-очень давно, у меня была реплика на наушники AirPods Max. Сегодня же мы немного меняем формат наушников. На очереди копия на наушники AirPods Pro 2. Напоминаю, что по правилам нашей рубрики мы оцениваем наушники по 3 критериям. Первое — это качество материалов, второе — звук и третье — эргономика. За каждую из категорий наушники могут получить либо 1 балл, либо не получить ничего. Специально для этого видео я заказал 2 пары наушников, одна из которых стоила 400 рублей, а вторая 1300. И начнем мы, пожалуй, с самой дешевой копии. И в целом от нее я изначально ничего и не ожидал. На самом деле наушники полностью соответствуют своей цене, и я бы хотел остановиться на обзоре коробки, но, к сожалению, нам нужно продолжать. Коробка, конечно, даже близко не похожа на оригинал, отсутствуют какие-то микроэлементы, и в целом нету даже яблочка. Ну и еще забавный факт про коробку: во время съемки футажей для этого видео я положил ее в снег, и она там размокла, хотя коробка от более дорогой копии осталась абсолютно в нормальном состоянии. В комплекте с наушниками шла вот такая вот дешманская подкладочка под наушники и какой-то очень сомнительный провод Lightning с оголенными проводами. А еще наушники не сохранились в своем первозданном состоянии до проверки на работоспособность, у них отвалилась крышка. Ну и по итогам материалы за 400 рублей, так же как и коробка, очень неплохие, но балл, конечно, за них поставить я не могу. А вот по звуку все очень даже слушабельно. За 400 рублей я лучше звука не слышал в наушниках, хотя я перепробовал очень много моделей. Единственное, что на них, как и на всех дешевых, дешманских, ублюдских, нищих наушниках, в общем, нельзя повышать уровень громкости выше среднего, иначе там начинают плыть басы. Ебутся коты. Плывем. А куда плывем? К берегу, блядь. Но за 400 рублей меня порадовали что высокие, что низкие частоты, и это даже на этом можно играть. Пожалуйста, держите в голове, что эти наушники стоят как 2 банки энергетика Monster. Правда, есть единственный нюанс, который ломает вообще все мое впечатление о этих наушниках, и если бы его не было, я бы, возможно, пощадил эту модель. Лично у меня, что бы я ни делал, не работал левый наушник вообще никак, и это заводской брак, и это очень сильно бьет мне по доверию. Даже несмотря на это, я очень сильно хочу отдать балл за звук, потому что он меня в этих наушниках за 400 рублей, напоминаю, действительно впечатлил. Ну и последним критерием является то, как вообще эти наушники ощущаются в ушах, вообще эргономика, их качество материалов, как они в совокупе работают. Магниты в кейсе просто до безумия слабые, наушники оттуда как будто бы ногами выпинывают. Да и держат наушники плюс-минус 2 часа активной работы, что очень-очень мало. Но все же цена не оберегает их от кары за все хорошее, плохое, ибо в этих наушниках я могу поставить плюс, только за звук. Что я только не делал с техникой в прошлых своих видео. Одни наушники я затопил, вторые я буквально сжег дотла. А сегодня в мою больную голову пришла мысль проверить их на прочность. Кстати, забавный факт, кейс в этих наушниках оказался очень-очень крепкий, и это единственная часть в них, которую я не смог сломать в пух и прах вообще ни при каких условиях. Но даже несмотря на то, что после уже пары ударов они перестали выглядеть презентабельно, музыка в них все равно играла, буквально до последнего вздоха.